Приветствую вас на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня я займусь заготовкой полуфабрикатов на месяц. Очень удобно, когда захотел котлет, а лепить не хочется. Ну или просто нет времени. Вот заготовки пригодятся. Для этого я возьму 4 курицы общим весом 8 кг 400 г. Предварительно всех кур разделаю. Это выбрасываю, крылья отрезаю, фаланги срезаю и тоже выбрасываю. Гуски мы не едим, отправляю в отходы. Шкуру снимаю, мы ее тоже не едим. Все это я отдаю уличным собачкам. В результате у меня получился килограмм отходов. Вырезаю грудку, ее кладу отдельно. Из нее сделаю фарш и нарежу кубиками для второго. Затем срезаю мякоть с бедрышков и голени. Они тоже пойдут на фарш. Остается вот такой костный набор. 3 штуки заморожу, а из 4-го сварю бульон. Первую воду я слила. Все вымыла и залила курицу холодной водой обратно. Варю до готовности, примерно час. Пену снимаю. Через 20 минут с начала варки бульон солю. Добавляю сюда стебельки петрушки. Они у меня домашние, без нитратов. Петрушка хорошо сочетается с курицей. Готовый бульон процеживаю. Мясо с курицей пойдет в суп. Часть бульона оставлю, а остальное вылью в банку. В другой таре хранить бульон нежелательно. Дам ему остыть и уберу в холодильник. В таком состоянии бульон без потери питательных веществ может храниться более 2 суток. Дольше хранить не рекомендую. Крылышки замариную, солю, добавляю приправу для курицы, паприку и чайную ложку соевого соуса. Можно добавить сметану. Хорошо перемешиваю, выкладываю в пакет и убираю в морозилку. Когда нужно, достаю, выкладываю на противень и запекаю. Если уж совсем нет времени, то обжариваю. Теперь разберусь с грудкой. Часть отложу, остальную грудку пущу на фарш. Мясо с голени и бедрышек тоже пущу на фарш, но не все. Оставлю немного для ветчины. Пропускаю мякоть с бедрышек. Затем куриную грудку. У меня есть еще свинина, здесь около килограмма. Я ее пропущу отдельно. Пока все уберу. Одну из оставленных грудок порежу на порции. Немного отобью, солю, перчу с обеих сторон и кладу в пакет. Убираю в морозилку. Когда нужно, я ее достаю, выкладываю на разогретую сковороду, быстро обжариваю с обеих сторон, добавляю к ней лук, заливаю сметанным соусом и тушу. Очень вкусно, а главное быстро. Другие 2 грудки нарезаю кубиками и уберу. Из них готовлю плов или тушу картошку, ну или делаю подлив к любому гарниру. Куриный фарш солю, перчу, все хорошо перемешиваю. Часть оставленной котлеты из разы, остальной фарш пока уберу. К котлетному фаршу добавляю мелкорубленый лук и чеснок, все перемешиваю. Вместо булочки я добавлю в него натертый на мелкой терке кабачок. Сок не отжимаю. Так фарш будет сочнее. Все хорошо перемешиваю. Добавляю немного воды. Все хорошо вымешиваю и отбиваю. Формую котлеты, обваливаю их в муке. Кладу на поддон и убираю в морозилку. Перед приготовлением я котлеты немного размораживаю, без фанатизма. Не нужно, чтобы мука превратилась в клей. Теперь буду делать зразы. Сегодня у меня немного необычной начинкой. Я взяла баклажаны, мелко их нарезала, присолила, отжимая воду, сливаю. Мелко порезала лук и грибы. Все буду обжаривать. Выкладываю лук, слегка его обжариваю. Добавляю к ним баклажаны, обжариваю, затем кладу грибы. Подготовленную начинку убираю остывать. Посыпаю разделочную доску мукой. Делаю из фарша шарики, а затем вот такую лепешку. Выкладываю на середку начинку, защипываю, обваливаю в муке. Выкладываю на поддон и убираю в морозилку. Котлеты из раза замерзли, перекладываю их в пакеты. Покажу, как я готовлю зразу. Вот такие они у меня чуть оттаившие. Кладу их на разогретую сковороду. Нагрев убавляю до среднего. Обжариваю с обеих сторон до золотистого цвета. Для того, чтобы они приготовились и были более сочными, добавляю немного воды, буквально столовую ложку. Готовые зразы выкладываю на тарелку. Подать их можно с любым гарниром или салатом. Эксперимент удался. Очень вкусные получились. Теперь подготовлю мясо для ветчины. Я возьму 400 грамм грудки и 600 грамм мяса с голени и бедрышек. Так будет сочнее. Грудку нарезаю тонкими полосками, немного я отобью.
Также поступаю с мясом, с голени и бедрышек. Выкладываю подготовленное мясо в миску, солю. На 1 килограмм я взяла 20 граммов соли. Добавляю сюда чайную ложку мускатного ореха, 5 зубчиков мелкорубленного чеснока, черный перец. Все хорошо вымешиваю. Добавляю 1 чайную ложку желатина и 50 граммов куриного бульона. Фарш перемешиваю. Мясо должно вот так слипаться. Беру пакет для запекания, отрезаю нужную длину, затем срезаю его с одной стороны и выкладываю фарш. Первый рулет у меня будет простой. Заворачиваю, хорошо утрамбовываю и завязываю. Можно завязать нитью. Второй рулет делаю с грецкими орехами. Выкладываю фарш, посыпаю орехи, сворачиваю, как и первый. Третий рулет я буду делать с паприкой. Насыпаю на рукав паприку, выкладываю фарш, сворачиваю, как и предыдущие. Уберу в морозилку. Когда мне нужно его приготовить, перекладываю рулет из морозилки в холодильник и полностью его размораживаю. Кладу в холодную духовку, ставлю температуру 140 градусов и запекаю 1,5 часа. Готовый рулет достаю. Кладу его в холодную воду буквально на пару минут. Затем убираю в холодильник на сутки. Вот такой рулет у меня получился. Он легко нарезается и не крошится. Мясо с бедрышек больше, чем с грудки. Это видно на разрезе, как я и хотела. Дальше у меня люля-кебаб. Беру свиной фарш, добавляю туда остатки куриного, все перемешиваю, солю, перчу, добавляю немного воды. Использую не весь фарш, часть отложу. В фарш для люля-кебаба добавляю натертый на крупной терке лук. Не стала я его отдельно пропускать на мясорубке. Все хорошо вымешиваю. Беру вот такие шпажки, делаю люля-кебаб примерно 4 см толщиной и 10-15 см длиной. Насаживаю на подготовленные шпажки, укладываю на поддон и убираю в морозилку. Для приготовления я их не размораживаю. Кладу на решетку, но лучше на противень, и ставлю на разогретую до 230 градусов и запекаю их до готовности, примерно 40 минут. Пока запекается люля-кебаб, замариную лук. Шинкую его полукольцами, добавляю виноградный уксус, солю. Кладу немного сахара и заливаю кипятком, уж больно лук горький. Нарезаю на квадратики лаваш. Готовый люля-кебаб достаю из духовки, снимаю их со шпажек, заворачиваю в лаваш. Выкладываю лук, лаваш посыпаю паприкой, подаю к нему острый соус. Вот такая вкуснота и красота получилась. Да простят мне знатоки кавказской кухни мой курино-свиной фарш. Просто баранину мы не едим. Теперь буду делать голубцы. Вырезаю из капусты кочерышку, разбираю ее на листочки. Я отвариваю их в подсоленной воде. Пока варится капуста, подготовлю фарш. Кладу в него мелкорубленый лук, чеснок и отваренный рис. Все хорошо перемешиваю. Листья вынимаю, остужаю, прожилки срезаю. Выкладываю фарш, заворачиваю. Готовые голубцы перекладываю в пакеты и убираю в морозилку. Для приготовления голубцы не размораживаю. Готовлю я их следующим образом. Делаю для них соус. Лук, морковь и томатную пасту обжариваю, заливая водой или бульоном. Если голубцы не заморожены, то я еще их предварительно обжариваю и ставлю тушить. Из оставшегося фарша приготовлю ленивые голубцы. Оставшиеся капусты мелко шинкую. Добавляю в фарш, хорошо перемешиваю. Делаю голубцы в форме котлет. Выкладываю на поддон и отправляю в морозилку. Готовлю я их точно так же, как и голубцы. У меня остался фарш из грудки. Я делаю из него фрикадельки. Пойдут в суп. На один раз сварить как раз хватит. Теперь нафарширую перцы. Их я замораживать не буду. Перцы бланширую в течение 5 минут. Вынимаю, даю остыть. Удаляю плодоножку и семена. Заполняю фаршем. Как я их готовлю, показывать не буду. У меня на канале есть уже видео. Там, правда, начинка немного другая, но очень вкусная получается. Ссылка на видео в комментариях. Вот такая у меня заготовочка получилась. А вы делаете такие заготовки? Если вам понравилось, не забудьте поделиться этим видео в соцсетях. Если вы еще не подписались на мой канал, не забудьте это сделать. А чтобы не пропустить новые видео, нажмите на колокольчик оповещения. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.